Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю прекрасный, вкуснейший крем со вкусом топленого молока, который называется «Три молока». Почему он так называется? Потому что в его приготовлении я буду использовать три разных вида молока. Обычное, сгущенное и топленое. На вкус крем получается просто необыкновенным, мега сливочным и со вкусом именно топленого молока. Сливок и дорогих сыров я в приготовлении данного крема использовать не буду. Этот крем прекрасно держит форму. Он очень-очень вкусный, его даже можно кушать как обычный десерт, и он прекрасно сочетается с различными коржами. Итак, здесь в ковшике у меня 250 миллилитров топленого молока, 7,5% жирности. Я отправляю его сейчас на плиту и довожу практически до кипения. Здесь 100 миллилитров обычного молока, 3,5% жирности, пакетик ванильного сахара 8 грамм и 30 грамм кукурузного крахмала я туда отправляю. Все это перемешиваю до однородности. 2 яйца среднего размера по 50 грамм весом примерно. Отправляю всю молочную смесь с крахмалом туда и все очень-очень хорошо перемешиваю, чтобы не осталось никаких остатков от желтков. Теперь в эту же массу я отправляю 200 грамм сгущенного молока с сахаром. И все это также очень хорошо перемешиваю до однородности. И теперь иду на плиту. Топленое молоко практически закипело. Я, помешивая непрерывно в центре ковшика, вливаю туда всю смесь с крахмалом. Если вы новичок, лучше снять с плиты, с огня вот это практически закипевшее топленое молоко и уже без огня ввести туда при непрерывном помешивании всю крахмальную смесь. Но я этого не делаю, потому что у меня большой уже очень опыт. При непрерывном помешивании на умеренном огне довожу вот до таких вот пузырей, то есть смесь достигла примерно 85 градусов Цельсия. Непрерывно помешивать нужно, когда мы ее варим, эту смесь завариваем. Теперь, когда я сняла с огня, все очень активно перемешала и перекладываю в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры. В холодильник я ее не ставлю. Можно выставить на мороз, но следить, чтобы эта смесь не опустилась ниже температуры примерно 25 градусов. Лучше 27 градусов Цельсия, чтобы она была. Чтобы она прекрасно соединилась с маслом. А масло здесь 250 грамм, сливочное масло. Я нагреваю до комнатной температуры. Итак, у меня прошло несколько часов. Смесь охладилась до комнатной температуры, масло растаяло до комнатной температуры, и я слегка его подогрела в микроволновке. Вот такой мягкой очень консистенции должно стать сливочное масло. Я сейчас взбиваю масло примерно 3-4 минуты до побеления и до пышности. Видите, масло очень сильно посветлело, 82% жирности. Ввожу заварную основу, буквально по 2 ложки здесь, и все это очень аккуратно перемешиваю. Взбивать долго проваренный крахмал уже в заварной основе я не советую, потому что крем у вас может стать жидким. Крахмал, который уже проварили перед этим, он уже не восстанавливается, и от этого у некоторых крем становится жидким, потому что не соблюдается именно это условие проваренного крахмала. Буквально все по несколько секунд просто соединяю миксером. И крем уже в принципе готов. Видите, вот такой плотный, устойчивый, очень вкусный, необыкновенно вкусный, я бы сказала, крем получается. Насадка здесь 1Е, насадка крупная, из которой сразу же получается очень хорошо отсаживать шапочки у капкейков. Многие очень спрашивают, как пользоваться кондитерским мешком и насадкой. Вот показываю, как я это делаю. И видите, сразу у нас шапочка у капкейка готова. Из этой насадки 1Е. То есть справится даже тот человек, который никогда в жизни не украшал ничего. Я имею в виду в кондитерском деле. Этот крем превосходно держит форму. Он также подходит для торта цифра. Он подходит также для эклеров, булочек вы можете им наполнять. Также этот крем превосходно сочетается именно с шоколадными коржами. Вот шоколадные коржи с этим кремом раскрываются оба вкуса. И этого крема, и самих коржей.
Ванильные, естественно, также можно использовать. Очень вкусно. Необыкновенно просто вкусно получается, конечно же, с коржами «Молочная девочка». И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.